Итак, сегодня у нас лекция посвящена достаточно такому изолированному изменению. Пример изменения – это добавление свойства продукта. То есть добавление свойства, которого у продукта до этого не было, и добавление функционала по редактированию этого свойства и по отображению этого свойства. Исходные данные. Изначально у нас есть модуль, то есть мы здесь не будем рассматривать, как модуль будет создаваться. И это будет поле shipping comment, ну, например, это то есть комментарий к шиппингу. То есть у каждого продукта администратор может добавить какой-то коммент, а может и не добавить, по поводу как особенности доставки этого товара. Соответственно, если он не добавлен, то есть он пустой, он не показывается для кастомера, если он добавлен, он показывается. Итак, номер раз. Нам надо создать перекрывающий класс модели продукта. То есть вот у нас есть наша класса с xlite модель max ex1. В нем мы создаем директорию модель, в нем создаем продукт PHP, в котором вот такое объявление класса. То есть фактически важное здесь это класс, который мы перекрываем, xlite модуль продукт, то есть где мы добавляем свойства в продукте. И имплементация интерфейса xlite, base и декоратор. Это говорит о том, что данный класс, он не наследуется от этого xlite модуль продукт, а он его именно врезается внутрь. Это декорирующий класс. Вот. Окей. И нам надо создать, собственно говоря, свойство. Свойство простое, shipping comment. Тип у него текст. Именно не string, а текст, то есть это будет какая-то типа текстария, какой-то блок большой. То есть не 255 длина, а большая, насколько позволяет база данных. Окей, создали. На этом с моделью в принципе все. Больше ничего делать не надо. Макс, можно сразу был вопрос? Там вот был protected shipping comment, то есть к нему автоматом сделались два паблика. Get shipping comment само и делается. Да. Замечательно. Да, то есть после перестойки... просто можно будет просто брать и использовать, да? Да, то есть после перестойки кэша классов появится get shipping comment и set shipping comment. Ну, как бы они не появятся в файле, но они будут доступны. Они появятся в файле после перестойки кэша. То есть они прям физически? Прям... Физически. Это будет физически написанный не тобой, а программой код. Понятно. Вот. Дальше вторая часть. Это редактирование. Страница редактирования продукта у нас собрана на большом-большом view-листе, в котором в каждом темплейте достаточно простенько описано просто row из таблицы. То есть там старая модель редактирования используется. Соответственно, нам надо создать еще один темплейт с еще одним row табличным. То есть мы идем, соответственно, скин у нас админский, создаем вот такой файлик. И вот пока просто заголовок указываем. Важно здесь что? Во-первых, мы используем именно админский скин. Важно. То есть скин такой называется админ. И мы не забываем, что файлик должен лежать в папке нашего модуля. То есть это модулис, именно max, именно ex1. То есть имя автора, имя модуля. Дальше, как вы внутри положите, ну, продукт, shipping comment, так, чтобы было понятно. Еще сразу вопрос. То есть, в принципе, можно сразу в корень положить был shipping comment, и не обязательно его shipping comment называть, как хочешь. Корень вот этого модуля с max положить просто файл, главное, чтобы была вот эта директива, list child, да? Главное, во-первых, чтобы файл лежал вот в модуле с max ex1, как вот внутри вот этого модуля он будет лежать. Ну вот, чтобы понятно было, главное. Я вчера этого вообще не могу, как же не связано. И дальше, да, то есть он должен быть list child'ом списка product modify list. Вес вы можете посмотреть у аналогичных темплейтов этого же списка, то есть чтобы он, как там, если хотите, там текстарию то повыше, там пониже, вес можно поменьше или побольше. Дальше контент. Здесь, собственно говоря, обыкновенная терка, ничего здесь такого нет. Важно, опять-таки, здесь, да, то есть насчет списка важно. Дальше вес важен. И
в первой же TD-шке идет название, как бы человекочитаемое, что это будет за поле. Как видите, оно обрамлено в методе T, то есть это универсальный метод, отвечающий за перевод. То есть он ищет метку shipping comment, и если она есть, как бы вот для текущего языка, он ее подставляет. Если нет, или не найдено, он просто использует эту. Я почему сразу вопрос, Саша перебивает. Просто потом забуду. Вот T-shipping comment, то есть это на этапе формирования кэша будет сразу произведен поиск? Или... Нет, это прямо в момент выполнения кода, темплейта, мы дернем метод T у данного виджета, который залезет в спецкласс xlite code translation, и у него, у текущего драйвера, выдернет это дело. В принципе, если бы заранее, то можно быстрее было работать. Заранее для какого языка? Вот. Заранее для любого языка, если там просто текстом будет написано, поиск, который будет исполняться. Для любого не надо. Так он и так будет исполняться. Дальше, собственно, тоже важный момент, это сам виджет. Вот отвечающий за редактирование поля, он в третьей TD-шке идет. Поподробнее по нему, из важного здесь непосредственно класс, самое важное в виджете. Это что? Это редактирующий виджет, который фактически в себе запирает текстарию. Ну, есть аналогичные виджеты там для input, для селекта и, например, какую-то логику минимальную по обвязке этой текстарии. Здесь вот мы видим, что используется текстария simple. К этому мы вернемся попозже. То есть это просто обыкновенная текстария. Еще из важного, через специальную конструкцию передается имя поля. То есть shipping comment, оно должно совпадать с тем именем, как мы ее задали в модели. getNamed_PostData — это специальный метод текущего виджета, это специфично для страницы продукта, он оборачивает ее в массив дата, то есть там дата и вот так вот, то есть это чтобы массив передавался. Вот. И еще важно, естественно, это value передаваемое. В данном случае у виджета есть здесь не свойство, здесь есть метод getProduct, у которого мы вытаскиваем и берем shipping comment. То есть все достаточно просто. Важно это двоеточие h указывать, то есть чтобы данные приходили без обработки HTML entities. То есть, как бы мы же можем захотеть использовать теги в этих shipping комментах. И еще тоже важно, field only true выставлено. Это поле указывает, чтобы данный виджет показывал только свое поле. Изначально эти виджеты задуманы так, чтобы они могли показывать пару. То есть название поля, label, input. Ну там label текстария в данном случае. Здесь это не используется, страничка по старым принципам построена, поэтому здесь именно важно field only true, то есть только поле. Макс, кроме модификатора H, есть еще какие-то? Есть, там есть U, он делает URL коды, еще какие-то есть, я сейчас до конца. Вот H самый распространенный, причем на самом деле неявно можно использовать любую функцию. То есть двоеточие в отдам, он прокатится. И там можно, по-моему, даже использовать функции из текущего виджета. То есть в виджете ты можешь определить какой-нибудь get бла-бла-бла, и здесь сказать двоеточие get бла-бла-бла. Но это директива Flex, да? Да, это директива Flex. То есть он ее потом в обрамление поставит. В данном случае не поставит. Вот. Далее. Дальше третье – это шаблон отображения поля. Здесь задача номер 0 у нас – это показать этот shipping comment просто на странице продукта ниже кнопки «Add to cart». То есть мы ее как-то специально не обрамляем, не показываем как-то в попапе в каком-то, просто показываем просто ниже, если она есть. Соответственно, нам нужен шаблон. Вот по такому пути мы его создаем. И как вот его кратенький заголовок. Также из важного по-прежнему является скин. Он-то должен быть уже кастомский скин, дефолт в данном случае. И опять-таки важно, что это папочка модуля. Тоже безусловно важно. Содержимое здесь достаточно банально. То есть div с условием и просто отображением.
Из него важным является list child также, то есть это именно тот список, который используется для отображения, то есть страница продукта у нас из двух колонок, вот это вот колонка info, то есть она правая как раз, и product details page это именно страница, потому что у нас есть, например, попап быстрого просмотра, это уже не page, это quick look. Соответственно, здесь list child только один, он только для product details page info, соответственно, в quick look, вот в этом попапе мы не показываем shipping comment. Если мы хотим показать, нам надо добавить еще одну строчку с list child, с еще одним, и где написать product.details.quicklook.info. Ну, вес тот же самый 200, то есть у них веса совпадают. У нас большинство темплейтов, вот этих списков, они один темплейт сразу в двух списках. То есть отображение цены у нас одинаковое, кнопки у нас одинаковые, то есть один темплейт, просто в двух списках участвует. Вот. Здесь мы специально делаем, то есть мы думаем, что shipping comment, если есть, он большой, соответственно, в quick look его показывать не надо, quick look все-таки маленькое что-то, и показываем только на странице продукта. Что еще из важного по контенту? Важно условие, то есть это директива Flexi условная, то есть она говорит, что данный div будет показан, если у продукта, вот get shipping comment, этот метод, вернул, ну, как бы, true, ну, как бы, то, что PHP посчитает, как бы, правдой. Вот. Соответственно, если там будет пустая строка, или нолик, например, то он его не покажет. А внутри также просто вывод. То есть также с двоеточие h мы подразумеваем, что там могут быть тени. Здесь никакого дополнительного давления нет. Вот этот if, он делает не показывательным только div. Контент div, да. или сам div. весь div. То есть если внутри был бы strong или span, или еще какая-то конструкция, он бы не показал вот весь div со всей внутрянкой. Вот. То есть конструкция вот такая, она чем хороша, ее нормально переваривают всякие редакторы этих веб-контента, типа Dreamweaver и прочее, если кто-нибудь еще пользуется их. Вот. И, собственно, все. Дальше мы перестраиваем кэш, либо rm-rf varan, то есть либо через админку. Все. На этом все. Вот. Как это выглядит со стороны админа? У нас появился shipping comment. Видно, знаете, как примерно. Подожди, вот это вот инфо, вот это вот, а где, какая вторая, ты говоришь? То есть, нет, это страница редактирования. То есть, вот shipping comment, у него появилась текстария. А со стороны customer интерфейса, вот, пониже, сейчас перезагрузим, пониже кнопок и всех вот этих твитов и пинапов появился наш тест-коммент. Если посмотреть его код, то есть это div shipping comment, как раз наш любимый, вот он как бы вот он здесь. Все. А если if не выполнить, то div вообще там не будет. Div не будет. Да, то есть это как бы показать. Махалай. То есть, ну, давайте, зря закрыл. Ну вот он вот здесь должен быть, ниже шея, то есть его здесь нет. Вот. Вопросы есть? Вернись к первой странице, которая вот у тебя была, когда ты декоратор делал. Ну вот. Почему не модуль? X-Lite, модель. Бага. X-Lite по модуле Max X1 должен быть. Ну там дальше. Вот. Есть две вариации дальше. Это еще на самом деле. Это так, Rubicon. Первая вариация. Это если мы хотим добавить, то есть на странице продуктов у нас есть табы снизу,
мы можем захотеть добавить не просто каким-то вот блоком ниже кнопок, а захотим добавить табу. Окей. Что для этого нам нужно? Нам надо перекрыть виджет, собственно говоря, страницы продукта. У нас табы определяются именно на уровне PHP, и определяются они в абстрактном виджете. То есть мы подразумеваем, что, например, человек может захотеть, девелопер, показать по-разному одну и ту же страницу продукта. То есть сейчас у нас есть отдельная абстрактная страница и конкретная страница main. То есть какой-то модуль может дописать какую-то спешл страницу продукта, на которой как-то будут данные отображаться иначе. Вот. В данном случае мы перекрываем именно абстрактную страницу. Также пишем, как в случае с моделью, то есть у себя в модуле. И пишем там метод define_tabs, который добавляет в список табов, то есть там идет отдельный такой метод, который отвечает за определение табов. В нем важно что? Во-первых, в этот список, который просто массив, мы добавляем новый таб только в том случае, если getShippingComment он не пуст. То есть он точно так же возвращает нам какой-то true тип. В данном случае у страницы продукта есть заранее объявленный метод getProduct, который просто всегда возвращает модель. От него мы и пляшем. Второй важный момент, это мы указываем имя таба, в данном случае это именно человекочитаемое имя, то есть ShippingComment потом в обрамлении T будет просто показан как заголовок таба. Еще важный момент, не забываем, что мы добавляем таб, поэтому надо сначала массив вычитать у парента, потому что если мы его не вычитаем, мы сотрем все старые табы. Мы сделаем плохо. И второй момент, собственно говоря, сам таб добавляется тоже как объявление листа. То есть мы говорим, что внутрянкой таба является просто отображение определенного листа, который мы пишем, что это Product Details Page tab именно ShippingComment. Зачем именно лист? То есть вы написали свой модуль, вполне возможно, кто-то за вами придет, напишет модуль, расширяющий ваш, и захочет, чтобы в этом табе ShippingComment снизу добавлялась, например, какая-то кнопка или еще что-то. Поэтому у него будет готовый список, куда он просто вставится. Это просто. Это легко. Поэтому этот путь, он хороший, он мы настоятельно рекомендуем, где можно все делать на листах. То есть хорошо, в этом PHP-классе мы объявили, в принципе, больше в нем ничего делать не надо. Define, один метод, все, больше ничего писать не надо. Комментарии над методом я специально здесь убрал, чтобы код компактный был, не обращайте внимания, комментарии так-то нужны. Дальше мы добавляем шаблон содержимого таба. Примерно то же самое, что и в предыдущем примере. Отличие в чем? Во-первых, мы уже вставляемся в наш лист, то есть тот, который мы объявили в define_tabs, в него мы и вставляемся, это важно, они должны совпасть. И второе, как видите, здесь нет ифов, здесь нет обрамления в виде дива. Во-первых, if не нужен, потому что он опять-таки в PHP, и это опять-таки лучше, потому что там он даже и отработает быстрее. А обрамление дивом не нужно, потому что это уже внутрянка таба, и там уже будет обрамление таб-контента. То есть, если что-то надо наложить какой-то CSS, он наложится и так. И опять-таки не забываем про двоеточие H. По поводу веса в данном списке, вес вы можете здесь либо не указывать, либо оставить его каким-то начальным, типа 100, например. То есть хорошая цифра. То есть кто-то захочет перед вами встать, он добавит темплейт с весом 50, а после вас 200. Потому что, например, вес 0. Отрицательный можно быть? Можно. То есть вопрос еще такой. Да. Допустим, вот я написал это и указал вес для своего, кто-то хочет подвинуть мой, в данном случае. Это через тот самый может перекрыть это? Через хук он может напрямую в таблице переопределить вес своего. Ну, либо опять-таки, то есть ему надо менять твой вес, твоего темплейта в том случае, если уже есть модули, которые встали до тебя, встали после тебя, и вот ему уже в этой мешанине надо вытащить один из чайлдов листа куда-то. То
То есть, ну, это уже, ну, а так, да, то есть это принципиально возможно, но в данном случае такая ситуация редко исключена. Вот, то есть это мы все вставили. Так, ну и, собственно говоря, все, то есть на примере, то есть я заранее это все сделал. Сейчас мы вобьем туда снова контент. То есть вот таба нет, у нас есть таб Description и Comments. У нас вот появился таб Shipping Comment, в котором, собственно говоря, тест коммент. Вот таким образом. Вот. Класс там какой? Product Details Tab 2. Вот 2, 1, 0, 1, 2. Я не знаю, представляете, да? То есть, причем это айдишник. Ну, в принципе, да, то есть никто тебе не помешает и там тоже сделать какой-то div, то есть, чтобы персонализировать там таб-контент как-то. То есть, дополнительно сейчас механизма у таба указать какой-то персональный класс пока нет. Может появиться. А вот местоположение как раз весом определяется, да? Вот эти Да, то есть ты можешь, собственно, принять список табов и встать вот не в конец, потому что мы встали в конец, а встать там вторым, например. И тут в темплейте указывается, да? Нет, а вот там define tabs в PHP. Ты же принял массив табов, их было изначально 2. И ты встал в конец массива. Ты мог встать и в середину массива, и в начало массива. Следственно, PHP уже. Потому что здесь нет, здесь просто идет, вы получили список табов, показали последовательно заголовки, показали последовательно контенты, боксы контентов. Потому что они подгружаются здесь все сразу, переключение чисто на JavaScript, они все здесь есть. То есть там в списке табов надо было как-то специально указывать, что надо вторым табом, ну, между description и comments ставить. Можно слайд с этим. Просто я добавляла свой таб, и он у меня вставляется в серединку между description и comments. Я как-то не смотрела, почему у меня так добавляется. Я хотела, чтобы у меня в конец добавился. Я не знаю, почему он не добавился в конец. Здесь, смотрите, то есть у нас уже получен массив, и к нему, когда новый элемент добавляется, он добавляется всегда последним. Вы можете пересортировать массив. Просто, конечно, да, он здесь у тебя, может быть, кто-нибудь еще добавился? Не цифровой индекс, поэтому именно сказать, что вот добавься вот посередине нельзя, то есть придется через функцию PHP рисунок делать. Это будет сложнее. Там description и comment. Мой таб почему-то стоит в серединке. Может, после нее кто-то еще встал? Может быть такое? Ну, не, конечно, может. А как тогда встать в конец в твоем случае? Принудительно. Define tabs. А отдатчик называется get-tabs. То есть вы можете встать непосредственно в отдатчик. То есть он, что делает отдатчик? Он берет, вычитывает define tabs, нормализирует, ну там добавляет какие-то обязательные поля и у себя в свойствах этого виджета хранит. Вы можете get-tabs перекрыть. У вас уже будет истинный конечный массив, и вот там вы можете уже после всех-всех-всех поковыряться ручками отдельно. То есть у нас сделано так, что вот каждые такие сущности, они есть как бы несколько методов, то есть есть нормальный метод, есть метод как бы для тех, кто хочет вот наплевать на всех и все перекрыть, и в принципе в темплейт тоже можно врезать, поэтому есть метод для тех, кто вот хочет наплевать на тех, кто наплевал, и стать вообще самым последним. То есть как бы и это можно тоже. А по поводу, вот почему он стал, это можно потом будет как бы посмотреть отдельно. Вот. И продолжение, еще одна вариация, чего мы можем захотеть, это если наше поле меняется через visWiki. Здесь все очень просто. Как помните, я говорил, что редактирование идет через текстарий Simple. Надо поменять текстарий Simple, не поверите, текстарий Advanced. То есть вспоминаем наш редактирующий темплейт, был Simple, стал Advanced. В результате у вас редактирование будет выглядеть вот в таком вот как brief description. Аж тогда убрать надо будет? Нет. То есть все остается. Двоеточие H это как раз не HTML entities, а не использование HTML entities, а обратный эффект. Сырой HTML. Грубо, да.
Вот. И у вас будет точно такая же текстария, вместо тест-коммент простой текстарий будет вот такая rich имени Tiny MCE. С вариациями реализации этого функционала все, пожалуй. Ну, все. Any questions? Может быть, как-нибудь рассмотреть примеры врезания в середину, в начало. Какие еще есть текст, advanced текст? Всего есть, по текстариям есть две. Есть simple, есть advanced. По инпутам есть цифровые, то есть integer float, есть валютные с конкретной валютой. Он делает поправку на количество знаков после запятой, и он символ валюты еще ставит в этот самый бокс. Есть дата на базе jQuery-ского дейт-пикера. Вот. Селекторов много. То есть есть простенькие селекторы вот такого типа yes, no. Вот там прям так и называется. Xlite, view, form fields, select, yes, no. Вот. С селекторами здесь какая посложнее. У нас изначально такая политика, что все данные в виджете. То есть если у тебя селектор стран, то, во-первых, это отдельный селектор, который называется countries, и страны выбираются в нем. Если это селектор валют, то валют выбирается в нем. То есть нет, то есть он есть селектор такой, называется он регуляр, по-моему, но его не сам по себе, по-моему, используется раза два. В основном во все селекторы специфичны под задачи. В результате каждый этот такой вот селектор можно перекрыть, например, и встроиться. Вопрос, а если я там это самое через какой-нибудь там файлбак или там через что-нибудь засабмитываю туда не yes, но что-нибудь среднее, I don't know. Значения для селектора, они формируются на уровне PHP, и они являются валидными значениями для селектора. Ну, то есть там кто-то знает в глубине, что это селектор. То есть и валидация, просто вот здесь старый принцип, здесь, насколько мне не изменяет память, валидация сделана отдельно от самих виджетов. Но, например, вот сейчас на новых страницах редактирования сущностей, там немножко уже другой принцип, поновей, там данные, то есть у нас вот есть набор, там 5 виджетов редактирования, среди них есть селектор yes, no. То есть в каждый виджет попадают данные из входа, и потом мы виджет спрашиваем, а данные валидны? Вот мы тебе передали твои данные, мол, данные валидны для тебя, а мы ему передали maybe. Он посмотрел, у меня есть два валидных значения, yes, no. Maybe входит в них? Нет, не входит. Эй, кто у меня там запрашивал? Я не валиден. Там модель, слушай, чувак, у тебя вот такое поле, оно не валидно. Так, ладно, следующий вопрос. А если в таблице написано, что нужно либо Y, либо M, а мы туда пишем maybe, контроллер, что Таблицу нет, в какую? а в базе которая? В модель там нет YN, там есть boolean. True, false. Ладно, допустим, у нас какой-нибудь там дата написана, а мы вместо даты... Там интегер в таблице. Нет, смотри, Окей, а мы вместо даты сабмитим, а непонятно что. Если ты внутри контроллера где-то решишь записать, например, в качестве, там есть, например, какое-нибудь поле, содержащее непосредственно код валюты. Не ссылку на валюту, прям код валюты, например. А если ты захочешь туда записать каку, да, ты сможешь записать туда каку. То есть валидацию на уровне модели нет. То есть в модель, если ты решил туда записать что-то плохое, но именно не то, что в интегер ABC записать, а решил записать там отрицательную цену, например. То есть ты сможешь их записать, да. То есть прослойка валидации стоит до контроллера. То есть между пользователем и контроллером. Если ты внутри своей бизнес-логики решишь записать что-то нехорошее, у тебя это получится. А если ты в интегер пытаешься записать стринг, то что будет? 0. В SQL так это работает. То есть это доктрина просто... Но если ты запишешь совсем плохое, у тебя будет PD exception. Это PDO exception просто еще. А если что-то более-менее приемлемое, там сконвертит либо в 0, либо в 1. То есть, грубо говоря, что тип данных
определяется не в продукте, в классе продукта, кто мы там устраиваемся, а, грубо говоря, в виджете. Тип данных определяется в классе, то есть если там написано boolean. А мы там как этот самый shipping comment заводили? Сейчас давай посмотрим. А по-моему просто был protected shipping comment. Текст там был, по-моему. Там был текст. Там был? Ну, да, безусловно. А там невозможно не написать. Иначе не создаться поле в базе. То есть невозможно не упомянуть type. Вот там эти. Да, вот комментарии. оно. Соответственно, если ты его не укажешь, если я правильно помню, доктрина просто сыпанет ошибку при перестройке класса. Причем там ошибка, оно сыпанет такую человекочитаемую. Ну, это для доктрины вот это вот количество пробелов, табов, вот разделение в этих комментариях важное, да? Нет, то есть между колумном и скобкой может не быть пробела. Но это просто как бы уже больше наши стандарты для читабельности. Ну, отступы, да. вот, допустим, вот эти вот... Колумна может быть начинаться с Вот маленькой. эти две звездочки можно стереть, которые между шипом, варом и варом колумном. Можно стереть. Здесь единственное, накладываются ограничения наших требований по стилистике кода. Согласно нашим требованиям, эти звездочки, они все правильные, и они должны быть. Собачка var должна быть, в ней именно string. То есть string будет уже ошибкой, string 2 будет ошибкой, отсутствие var будет ошибкой, отсутствие вместо shipping comment пустое место будет ошибкой и т.д. и т.п. Собачка shipping, подчеркивание comment, название переменной будет ошибкой. Более того, там контролируется даже кейс, то есть именно доктрина съест колумн с маленькой, но наш валидатор, он скажет, что колумн должен... У вас специальный валидатор написан, что ли? Да, на CodeSniffer. Это на этом слайде ошибка. Как на этот валидатор, что натравливается? Прям готовый модуль натравливается или что? Ему передается путь до модуля. Все. И он тебе стоит репорт. А темплейт он валидирует? Нет. Только PHP. Там как? Была задумана валидация CSS и JS, она даже была написана, но как-то не прижилось, что ли, до конца. Там вот тяжело, здесь там главное PHP-код. Потому что здесь еще важно, для читабельности важно, чтобы потом можно было построить документацию по нему, какую-то минимальную хотя бы. Вот. Поэтому здесь, например, в var, то есть если там хранится объект, если, например, у нас переменная, в которой может храниться объект, но, например, она изначально null. То есть там не пишется, что она там null, в ней пишется объект, для которого она предназначена. Поэтому потом, когда PHP-док строится, он прям подчеркивает, что ага, здесь вот такой-то объект, а вот этот объект, он написан вот там, и класс этого объекта, ну, идите туда. Правильно понимаю, если админ ставит JavaScript, он у кастомера выполнится потом, да? Ну что там, потому что да. H-ставим. Запросто. Еще вопрос. Вот shipping comment, здесь начальное значение не задано, вообще вдают значение? Можно, то есть ты можешь написать shipping comment, вот прям здесь равно там ABC. Просто здесь подразумевается, что изначально значение null. Что в нашем случае проверки не пустоты, PHP скажет, что да, null это то же самое, что false. Да. Все. Соответственно, да, например, здесь можно, например, равно пустая строчка. Макс, слушай, а вот если ты хочешь, к примеру, какой-нибудь свой скриптик и JavaScript прикрутить, тоже в лист просто выписываешь? Нет, она не свой лист. Нет, CSS и JavaScript считается ресурсом, и он подключается иначе. То есть всякие теги скрипт у нас в темплейтах запрещены, то есть не то, что они как-то удаляются из темплейта, но просто как бы это плохо. То есть они все регистрируются через специальные методы в виджетах. То есть если у тебя, например, есть виджет, твоя эта JS, она же для чего-то. Она, например, там для миникарты, чтобы миникарта могла таскаться. То есть ты открываешь и по полу, например.
То есть у нас есть виджет миникарт, Xlite View миникарт, как бы, ты не поверишь. Вот, то есть ты в своем модуле его перекрываешь, и там есть метод get.js-files, в нем ты опять-таки принимаешь у пары массив этих файлов, дописываешь путь до своего файла и отдаешь массив, все. У тебя теперь при отображении этого виджета на какой-то странице, где бы он ни показался, этот JS будет вызвана. И точно так же есть get.css файл. Макс, смотри, я в jQuery, вот, допустим, я что-то пишу, мне нужен jQuery там, Да. я его подключаю, он 2 раза подключится. Он всегда есть. А если я его принудительно подключу, он еще раз подключится, да? Нет, там идет схлопывание по именам файлов. То есть, если, ну, смотри, если ты его подключишь из другого места, да, 2 раза. Если ты подключишь снова на же jQuery, нет, 1 раз. Ну, здесь как бы ты разработчик. Ну понятно. Если, я напишу модуль какой-то, да, я его, использую какую-то библиотеку, к примеру, я не знаю, там переделаю ESNow в такие, как в айфоне, короче, слайдеры вправо-влево. Понял, к чему ты клонишь. Перепишу его, а кто-то возьмет эту же библиотеку еще раз подключит, и она потом начнет глючить. Она при второй попытке подключения меня, она знает то, что там, я классно. тебя понимаю. Ну, во-первых, и что касательно jQuery, там зачастую библиотеки построены так, что если ее вызвать 3 раза, она объявит функцию еще раз на jQuery FM. Там ничего не будет. Принципиально сейчас у нас ядро JavaScript построено на таких старых принципах, как в Xcart, ну там поновей, конечно, но смысл такой, что между JavaScript-овыми как бы вот кусками кода они оформлены как классы, но там нет зависимости, они не заперты в модуле, то есть вот такого нет. То есть, да, в будущем это будет делаться, но пока нет. Да. То есть нужно как-то контролировать эту штуку будет. Ну, в случае с jQuery на самом деле просто. То есть, если ты подключишь jQuery 10 раз, это они просто ты 10 раз переопределишь вот jQuery.fn.ui. Я просто помню, что старый модуль писали, который XAU. Там в некоторых случаях нужно было подключить старый jQuery, а потом вернуть управление новым. Там, смотри, там есть библиотеки, которые, у них разные версии для разных версий jQuery. И, например, если, ну здесь какой нюанс, то есть у тебя модуль, который подключает библиотеку, я не знаю, tooltip какие-нибудь. Выходит наша новая версия, в которой jQuery новый, 1.9. Ну, мы донесем до тебя такую светлую мысль, как до разработчика, что модуль надо проверить. То есть ты посмотришь, ты почитаешь changelog и смотришь, ребят, на самом деле у вас поменялся jQuery, да, сейчас я проверю, реально, и у меня tooltip надо тоже обновить. Ты обновляешь, грузишь новую версию модуля, все замечательно. То есть мы посмотрим, да, чувак сознательный, он обновился, акцепт. Tooltip все. Нет, продолжает с нами работать. Бизнес все проще вещи. Чтобы продолжить тему JavaScript, есть функции, которые вызываются по нажатию кнопки. Потом это какая-то корневая функция, то есть это, допустим, добавление в карту. Там есть submit форма. Мне в эту функцию надо встроиться. Как это сделать? А тебе нет, что тебе надо сделать? После того, как ты, допустим, произойдет этот вызов этой функции, мне нужно, она там, допустим, Аяксом что-то отправит, но мне в этот момент нужно, допустим, скрыть какой-нибудь бокс. У нас во многих местах происходит выкидывание разнообразных событий. Либо у этой формы, либо, например, тупой пример, эта форма засабмитится, то есть ты можешь на сабмит форму повеситься. Либо особо просто случай с add to cart, он особенно показательный и особо хорош. Там кидаются события update карт. То есть ты можешь повеситься на события update карт. То есть как у нас работает миникарта как раз. То есть идет событие на сервер в ответе говорит, ребята, именно сервер кидается событие update карт. И еще кидает, что поменялось. И ты можешь на это контроллер миникарты, ориентируясь на события, понимает, что ребят, а я сам себя должен обновить. И обновляется сам.
Понял, и все. Вот. Спасибо. Но единственное, таких событий у нас недостаточно пока, но будет больше. Ну, мне вот именно сейчас в данном случае при обновлении мини-карт как раз Ну вот достаточно. там это сделано. А вообще, то есть у нас все такие места мы постарались сделать на прототипах. Соответственно, ты ведь можешь добавить свой JS-файл, который вяжется последним, так или иначе последним. Ты сможешь это обеспечить. И у какого-то прототипа взять метод, стереть его и написать свой метод. Да. А вообще будущее за событиями. То есть есть события, мы реагируем на события. Ну, события, которые чуть выйдут. Да, там у нас Что есть, это, во-первых, браузер. да, то есть там есть события на доме, то есть, например, саббиту формы. Есть события на виджете, то есть явоскриптовом уже виджете, какой-то там той же формы. То есть там можно взять, вы берете jQuery форму, берете через get у нее, собственно, дом, сам вот этот элемент, и на ней есть common controller свойства. Там как раз в нем и содержится явоскриптовый контроллер наш этой формы. То есть на нем тоже кидаются события. И третье, у нас есть глобальный объект core.messages, на котором кидаются общие события, это как общий медиатор всего ядра. То есть как раз на нем кидается апдейт карты и прочее. То есть всякие общие события, типа ушел продукт из карты, добавился, еще что-то, они кидаются на нем. Ну, я думаю, для анта собрать этот, антом, по-моему, можно эти. Прям пишешь, создать новый класс такой-то модели, он тебе создает там, У нас есть файлики. макросы, называется декоратор, он создает просто файлы пустышки, то есть надо сдекорировать модель. То есть ты говоришь, там декоратор, задекорируй мне прям путь до файла. Имя модуля, там имя автора модуля, имя самого модуля. Enter, он тебе файл создает просто пустой, с пустым классом. И есть Magic, как бы, вот я тоже хотел рассказывать, Magic Macros, он создает CRUD. То есть фактически он делает полностью контроллеры, то есть страницу редактирования множества, страницу редактирования штуки. Сразу в админке. То есть там создается под 15 файлов. То есть 2 контроллера, 2 виджета страницы, виджет айтем листа, виджет модели, сама модель создается. А что же вы такие шняшки скрываете? Нет, ну, надо вот потихонечку. Ну нет, понятно, что дело, надо понимать, что он там создает. Чтобы создать модуль, сгенерить модуль, который потом заливается в Marketplace, ставится модуль, и потом говоришь, вот эти файлы, 20 модулей. Ну, здесь тоже клево. Так, ты раз в админке заходишь, хочу создать хочу создать новый модуль. Так, ты забиваешь свой автор, свое имя, бац, все создал, потом говорит, вот, значит, редактируй вот это и вот это. Что такое у тебя? Ну здесь у меня, наверное, это же инсталляция, здесь деф-мода выключена. То есть у нас, нет, вот она есть. То есть рядом с каждым модулем есть пакет, он формирует архив. Нет, это запаковать. Я просто, по примеру, говорю, я хочу модуль, буквально какой-нибудь скрипт, который заменяет без опечаток, Со временем такое будет. То есть есть макрос вот CRUD, со временем под каждое направление, то есть будут там макросы, там создать скин. То есть вот такие, такого. Если были такие клевые штуки, которые за тебя это все создал. Ты понимаешь, даже тот же самый CRUD, он создаст для тебя стандартизированный интерфейс в админке, который, возможно, тебе все равно придется подкрутить, потому что там где-то поиск какой-то нужен, где-то тебе, вот он же не создаст тебе селекторы умные, он тебе создаст input поля на их месте. Да, то есть, например, если у тебя текст поля, куда надо вытаскивать вот 5 значений, одно из 5, то тебе этот селектор придется самому писать вот это поле. Писать вот. Его надо, да. И опять-таки, кастомерка. То есть хорошо, админский интерфейс ты сделал. В кастомерке там уже там фактически настолько многообразие юзкейсов и использования, что там уже скрипты никакие не напишешь.
Макс сказал, что вот на странице редактирования продукта используется старая схема. Да. Соответственно, есть какая-то новая схема. Да. Я так понимаю, речь про вывод вот этих полей. Так? Да. И вот эта новая схема, это, например, на контакт-таст вроде используется, да? То есть там все где-то в модели, все прописывается. Да, то есть, да, то есть там идет все поля описаны внутри такого виджета отображения модели, скажем, это семейство X-Lite View Model, где просто в методе определены, какие поля, какими виджетами редактируются. И все, то есть да, в том случае, если здесь надо было создавать темплейт, там перекрывается файл, по аналогии вот с define tabs, там, дай бог памяти, сейчас уже не помню, тоже define какой-то, перекрывается метод, и у него пишется, что вот shipping comments, у него title shipping comment, там редактируется он таким-то виджетом. Все. То есть использовать вот тот способ, что ты показал в этой презентации, не надо, неправильно. Для продукта надо, потому для что... продукта только, да. А для других новых сущностей, которые будем у нас пока на старом методе остаются там категории, продукт опции, то есть где вы видите сборку на темплейтах, там используется, как здесь описано. А как вот по-новому, то есть это я делал тоже со временем, как бы так же будет накладно. В будущем все будет по-новому, да? Да. Ну, потому что да, надо использовать Да. новый, а не вот этот способ. Да. А может проще этот самый, там А новый способ какой это из этих? Вот это пока старый способ. В новом способе, когда ты редактируешь темплейт, когда ты редактируешь модель, ты не создаешь новый темплейт. Прям где пишешь, что там трерка открывается, такая-то ТДшка, в ней там название, дальше ТДшка, в ней прям input. Там, ну, там, пускай даже в виде виджета, виджет там редактирует. Это старый. Новый, ты перекрываешь определенный класс, который отвечает за редактирование штуки как раз, и в нем перекрываешь метод, который определяет, какие поля редактируются. И там ты говоришь, что вот новое поле это shipping comment, его title shipping comment, а его виджет это там X-Lite, там view from field, текстария, там simple. Это через схему Всё. делается? Вот в адрес-буке там вроде есть что-то. Ну вот конкретное, адрес-бук, схема. вот, да, там define схема, да, то есть вот у нас адрес-бук собран через этот профиль собран, то есть страница редактирования профиля в админке и в кастоминге собран через этот метод. Я все-таки можно будет вопрос задам. Да. Вот там же Можно. было protected shipping comment. Да. А может мы ему скажем, что protected, этот самый там X-Lite, data type, текстария simple, что-нибудь такое. Типа, может вот это самое, ну и дальше что само нарисует. И видишь, хороший выберет этот самый. Ты хочешь зашить валидацию и виджет редактирования в модели? Ну а что? Пока этого нет. Ну а зачем То есть вот это мысли- все писать? Может, все равно все одинаково везде будет. Мысли насчет этого дела есть. Здесь смотри, какая сложность. Не хотелось бы это делать декларативно, вот через комментарий к коду. Нет, не через комментарий. Ну, может быть, через какой-то метод, да, можно может быть. делать. Ну, посмотрим, может быть. Это одна из возможностей дальнейшего развития. Нам хотя бы, знаешь, уже вот эти семейства X-Lite View Model, вот оно уже хорошо. Оно уже снимает много головной боли, потому что там валидация через виджет уже есть, то есть там все есть. Просто здесь уже разница между вот тем подходом через темплейт и X-Lite View Model, она большая, а вот разница между ним и еще в моделях это описывает, ну, она уже пожиже гораздо. Тем более, что здесь есть старая проблема, то есть ты, когда добавляешь поля, ты, например, можешь решить, что несколько полей редактируются одним виджетом. То есть это, ну, вспомни, Штаты, страна. Нет, ну а для тех, кто как бы это... Поэтому сложно. Ну, в простых ситуациях, да, вот этот метод будет работать проще, потому что тебе надо создавать не 3 файла, а 2 файла. Да? Ну, Да, пока нет. есть один вот Нам этот. сейчас нет. Тебе в кастоминге все равно надо показывать. Да. Вот. Со временем как-то это будет сделано. Я не уверен, что именно так. Пока нам бы вот на X-Lite View Model перетащить всю админку. И будет
будет хорошо. Ты как раз говоришь потом по поводу того, что вот таск перетащить все на листы, это вот как раз не использует старости. Да, то есть все на листы и все на X-Slide View Model. Это вот как раз вот оно. Потому что у нас списки, и вот там списки категорий те же самые, они собраны просто сейчас на простых тейбл, которые просто так потоком сознания так вываливаются. Там оно не редактируемо никак, потому что есть листы продуктов, они тоже создаются достаточно просто, и они, зря нажал, не туда нажал. То есть они позволяют редактировать инлайново вещи, то есть здесь сразу есть летучая вот эта панелька. То есть вот это вот новый список, а старые списки, там вот это редактировать ничего нельзя, они не единообразны, там, если хочешь удалить, удаление делаешь сам, как-то с нуля, как в Xcart. Здесь фактически просто говоришь, я хочу создать новый список, он управляет такой-то моделью, там будут там такие-то поля, айтемы этого списка могут удаляться, могут включаться, ну и все, например. Вот. И из этих полей редактируемые поля вот эти редактируются такими-то виджетами. То есть декларативно описываешь, собственно говоря, как это будет использоваться и все. То есть здесь ни тейбл, ни тегов никаких нет. Ну, единственное, тебе еще надо будет там показать его где-то. А сортировку хочешь добавить? Чему нет, сортировки здесь нет. У нас будет следующее поколение этого виджета. Там будет такая панель поиска прям по столбцам. Список может быть еще, можно сказать, что айтем таскабельный. Так, это у нас... Где? Контент. Меню. Атрибуты. Атрибуты. Ну да, то есть там двойка выше единички, а тройка я удалю. То есть сразу не сохраняется, да, нашего подтверждать? Нет, ну да. Слушай, вот это вот перетащил, виджет, чтобы его где-то у себя заюзать, вот такой похожий виджет, причем это item list, ты у себя, тебе надо создать. Во-первых, вот это делает вот этот макрос CRUD, вот это все. То есть ты говоришь, CRUD, такая-то модель, такие-то поля редактируемые, там модуль у меня такой-то, сделай. Она тебе этот файл такой создан, такой создан, такой создан, такой. Вообще нужно что? Нужен контроллер, нужен виджет списка, нужна модель сама. Я же его наследую. Нет, это то, что ты будешь наследовать. Ты ничего с нуля не пишешь, ты все это все наследуешь. Тебе нужна страница, виджет самой страницы, то есть вот где мы сейчас. То есть мы сейчас на странице менюс. У любой страницы по-любому есть контроллер и по-любому есть виджет как бы вот центра. То есть, виджет центра, он обычно как бы пустой, у него есть темплейт, просто в котором показывается какой-то список, а вот item list регистрируется как child этого списка. То есть, опять-таки, это сделано для того, чтобы, например, кто-то пришел и вставил, мог бы встроиться сюда, в эту страницу принципиально. То есть между вот этими айтемами вставил что-нибудь фигню? Нет, не между айтемами, а вот ниже items, ниже списка, или вот new item кнопку, видишь, то есть над кнопкой, например, что-то. Что new item это тоже, кстати, кнопка списка. Она принадлежит списку. Здесь сказано, что этот список, в нем сущности могут добавляться инлайново. То есть это тоже свойство, в котором ты можешь сказать, когда ты наследуешься от абстрактного списка, ты говоришь, так, список полей, список редактируемых полей, потом умение behavior может удаляться, может муваться, может вот включаться, выключаться, может там, и может, например, добавляться инлайново. То есть инлайновое добавление, то есть нет отдельной страницы, то есть прямо вот new item тыкаешь, он хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Потому что он может добавляться не инлайново, тогда будет другая кнопка. Тогда new item будет вести на отдельную страницу редактирования штуки.
Ты будешь про код рассказывать, да? Подробно расскажешь. Да. Ой, что-то здесь прям... Нет, но это позволяет как бы вот программить буквально вообще при помощи макроса. То есть, опять-таки, нюанс какой? Это все можно было бы зашить более глубоко и сделать, чтобы файлов было меньше. Но файлов специально было сделано, чтобы их было побольше. Потому что, например, вот этот стики-панель, вот это, да, под нее создается отдельный виджет. Специально. И это правильно, и так всегда будет. Чтобы кто-то смог прийти и поверх твоего модуля написать свой модуль, добавить в эту стики-панель, то есть там еще кнопку. То есть, если бы это была универсальная стики-панель, то, перекрыв эту универсальную стики-панель, он бы добавил на все стики-панели всех айтем-листов свою несчастную кнопку от продукт. И на категории, и на заказы. Чем бы, конечно, порадовал вообще всех безумно. Поэтому у нас именно отдельный класс. Да, они зачастую выглядят пустовато. Что, например, вот виджет страницы состоит ровно из одного метода. Где он объявляет свой темплейт. А темплейт выглядит тоже пустовато. Он состоит из вызова листа. Вызвать такой-то лист. Все. В листе там уже все надо. Да, а item лист как раз он child этого листа, и он тоже не особо-то полно выглядит. Потому что он говорит, там, поля такие, такие-то редактируемые, умея это. Там комментариев больше, чем код. Учитывая начальный лайсенс, который там, я не знаю, там на 30, что ли, на 32 строчки. Давайте сократим. Нет, вот лайсенс ты не сократишь.